Лекция 18 из нашего длинного курса из 24 лекций. Все они посвящены так или иначе оценке качества программного кода. Мы пытаемся посмотреть на код через метрики. Пытаемся понять, хорош наш код или плох, глядя на цифры, которые описывают его с той или иной стороны. Мы с вами изучали метрики, измеряющие количество строк кода, количество стейтментов, количество функций, классов, методов внутри классов, функциональных поинтов и много других. Также у нас были метрики, которые эти метрики первого уровня складывали в что-то более сложное и делали вывод о сложности кода, цикломатическая complexity была нами рассмотрена, cognitive complexity в том числе и так далее. Мы все больше и больше переходим к метрикам, которые пытаются посмотреть на код целиком, на программный репозиторий как существо высшего порядка, чем строки кода, стейтменты, операторы и операнды. И вот одна из новых метрик, которую будет интересно рассмотреть, называется defects density, то есть плотность ошибок. Метрика, я думаю, интуитивно понятная из названия, но мы рассмотрим историю ее возникновения, посмотрим, как ее используют, как ее рассчитывают, как ее предсказывают, как ее предугадывают и как она помогает нам сделать выводы о качестве кода, с которым мы работаем. Появилось все это, если я не ошибаюсь, это название еще в 1976 году, где было предложено ученым из в то время фирме IBM, была предложена метрика, мы на следующем слайде ее посмотрим, а сейчас интересная цитата из его статьи оригинальной, где он говорит, что результаты расчета этой метрики, касающиеся количества ошибок в программном коде, должно помогать программисту. Цифры, которые мы получим, глядя на наши ошибки, которые совершают программисты, должны способствовать эффективной работе программиста, самого того программиста, который эти ошибки и совершил. И ни в коем случае не должны быть использованы эти метрики против программиста. То есть ни в коем случае мы не должны наказывать программиста за то, что он совершил ошибки. Это было постулировано еще 50 лет назад. И этот постулат, мне кажется, важно вам усвоить и пронести с собой через вашу дальнейшую карьеру. Многие менеджеры и многие программисты так не считают. Многие программисты и менеджеры считают, что ошибки, которые допускает программист в своей работе, являются его непосредственной виной и ответственностью. И он должен чувствовать себя плохо, если он допускает ошибки. Но это совершенно не способствует созданию качественного программного кода. Если программист будет ощущать себя виноватым за технические ошибки, которые он совершает, он не будет писать лучший код. Это было понятно еще 50 лет назад. Он не будет меньше делать ошибок. Он, скорее всего, будет просто меньше писать кода. Он будет меньше рисков на себя брать. Он будет меньшее количество функционала имплементировать. Потому что он будет понимать, что его действия могут привести к ошибкам, а эти ошибки будут условно вычитаться из его зарплаты в таком максимальной форме. Это может быть не обязательно вычитание из зарплаты, это может быть какое-то другое наказание. Программиста могут пожурить, программиста могут покритиковать, программиста могут отправить на переобучение и так далее. Это все не должно происходить. Мы должны программистам давать максимальную свободу в совершении ошибок, в имплементации функционала, в создании продукта. А потом уже инструментами, которые призваны выявлять ошибки, находить их и исправлять, этими инструментами мы уже контролируем качество и решаем, какой код допустим для продакшн использования, какой код недопустим и с каким кодом нужно еще работать тестировщиком или новым программистом или тем же программистом с целью его переделки.
Вот такая философия. И вам не раз еще придется столкнуться, я уверен, с философией обратного толка, когда вам будут пытаться поставить в вину те ошибки, которые вы совершаете. Я не говорю о ошибках, которые совершает программист как сотрудник на рабочем месте. Допустим, он опаздывает на работу, или, допустим, он не приводит в порядок свое рабочее место, или, допустим, ему говорят работать над этим тикетом, над этой задачей, а он работает над другой задачей. Это ошибки управленческого характера, административного. Конечно, за эти ошибки программиста нужно так или иначе наказывать. Ну, по крайней мере, не поощрять. А вот за ошибки, которые он совершает внутри кода, например, он написал какой-то алгоритм, и в этом алгоритме при определенных входных параметрах алгоритм выдает не тот результат, который ожидается. И этот баг, этот дефект не покрыт юнит-тестами, и в результате этого продукт попал в продакшн, и мы потеряли $1 000 000. Это не вина программиста. Программист пришел на работу вовремя, выполнял свою работу, сделал тот функционал, который от него требовался, и ушел домой. Получил за это оплату. То, что наши системы контроля качества оказались более слабыми, чем они должны быть, то, что наша система юнит-тестирования не смогла проверить этот результат и не смогла убедиться в том, что он достаточно хорош для того, чтобы быть отправленным конечному клиенту, это проблема команды, это проблема компании, это проблема настройки систем контроля качества. Но ни в коем случае не проблема того человека, который этот дефект допустил. Попытайтесь эту философскую мысль себе в голову поместить и ее пропагандировать в ваших командах, и ни в коем случае не обвинять программиста, сидящего за соседним столом, вашего коллегу, который пишет код, как вам кажется, некачественно, или даже не то, что вам кажется, а вы уверены, что он некачественный, в нем много ошибок. Используйте систему тестирования, добавляйте новые тесты, добавляйте системы контроля качества, статического анализа, чтобы эти дефекты не попадали в мастер-бранч, не попадали в основную ветку разработки. Но ни в коем случае не говорите ему: ты плохой программист, потому что ты здесь допустил ошибки. Он плохой программист, потому что он опоздал на работу. Он плохой программист, потому что он не получил сертификат, например, Java программиста. Он плохой программист, потому что у него мало строк кода за месяц он написал. Да, в этом случае можно с определенной степенью, конечно, погрешности говорить, что этот программист лучше, а этот хуже. По количеству строк кода можно оценивать за месяц программиста. По количеству дефектов ни в коем случае. И вот вам цитата, это подтверждающая или предлагающая именно такое мышление, такой тип мышления. Ну а теперь, собственно, к метрике. Вот скриншот из оригинальной статьи 1976 года, где был предложен термин error density, который мы с вами и рассматриваем. Мы говорим defect density, но в то время был error density. Значит, ребята автор рассмотрел некоторое количество модулей программных, увидел, какое количество ошибок в каждом модуле он нашел и какое количество строк кода было в каждом модуле. Посмотрите, какие смешные цифры на тот момент по количеству строк кода. Действительно, программы в то время были крайне короткие. И я сам помню те времена, еще когда я был в школе, когда мы действительно писали программы из 100 строк кода, 200 строк кода. И это были достаточно серьезные программы, достаточно сложные, со сложными алгоритмами. Сейчас, конечно, программы, наверное, это все нужно было бы умножить на 1000. И тогда бы это все стало более-менее реалистично. Сейчас программы в 1000 раз крупнее, может быть не в 1000, но в 100 так точно. Потому что программ, в которых 260 тысяч строк кода, это редкий случай. В среднем, обычно программы занимают до 100 тысяч строк кода. Программы, которые выполняют какую-то одну функцию и являются каким-то целостным модулем. Есть, конечно, и программные кодовые базы, в которых миллионы строк кода, но это все-таки агрегаты модулей. Например, ядро Linux. Оно, конечно, очень большое, в нем не 1 миллион строк кода, но в нем есть модули, и каждый модуль более-менее независим от других модулей. И группа программистов работает обычно над каким-то одним модулем и не рассматривает всю систему целиком. И дальше следующая метрика, следующая колонка в таблице, это, собственно, количество строк кода, деленное на количество ошибок. Мы получаем в среднем сколько ошибок на
на строк кода. Хотя одну секунду, мне кажется, я здесь ошибся. Здесь буква K написана. Видимо, здесь ошибка в таблице, и здесь не lines of code, а 1000 строк кода. Тогда, наверное, хотя это тоже мне немножко странно. В те времена такие огромные программные модули. В общем, я не понимаю. Можно, может быть, предыдущие мои стейтменты. Но я действительно помню то время, когда программы были небольшого размера, они писались на языках низкого уровня. И я не уверен, что в 1976 году были программы, в которых было бы 128 тысяч строк кода. Не знаю. Нам сейчас не это важно. Нам важна идея. Взять количество строк кода, поделить его на количество ошибок, которые мы нашли в этом программном коде, и получить некий ratio, некое отношение одного к другому. И мы получаем, что 30 ошибок пускай на 1000 строк кода или на 1000 строк кода, да. 31 ошибка на 1000 строк кода. В общем, этот показатель defect density, он нам как-то сообщает, какого у нас качества продукта. Наверное, чем больше этих ошибок на 1000 строк кода, наверное, тем менее качественный будет продукт. Но не спешите с этим выводом. Мы сейчас посмотрим дальше, что это не все так однозначно. И может быть совсем все наоборот. Значит, еще одна работа. Я так буду идти в хронологическом порядке. 76 год, теперь 84-й. Показывать вам результаты некоторых исследователей, их мысли, а мы будем для себя делать выводы из того, что они нам предлагают. Мы будем свою интерпретацию добавлять. Значит, интересный результат они увидели в 84 году. Они говорят, что размер программного кода, вот видите, по вертикали идет размер кода. Опять же, в чем-то, давайте я уже не буду больше предполагать, хотя 1000, наверное, предположим, видите, здесь 1000, поэтому давайте это предполагать, что это на 1000 строк кода, то есть, наверное, у нас модуль, в котором 50 тысяч строк кода, 100 тысяч строк кода, 150 и так далее. И дальше средняя cyclomatic complexity. Мы помним эту метрику, мы с вами ее проходили на второй лекции. Cyclomatic complexity, она при увеличении размера модуля, она average complexity, она растет, как мы видим. Но они говорят, что то есть эта логика, эта логика им понятна. При росте размера программного кода complexity растет. Мы это проходили и с этим уже все согласились, что чем код крупнее, тем выше у него complexity. Но при этом они показывают, что его error proneness, то есть его ошибочность, объем ошибок, который мы в нем можем наблюдать, он снижается. Удельный объем. То есть, конечно, наверное, абсолютное количество ошибок в этом модуле, оно будет больше, чем в модуле меньшего размера. Но относительная плотность ошибок снижается. О чем это нам может говорить? Наверное, о том, что, я тут пытаюсь предположить, может быть, это уже мои спекуляции, я не могу утверждать, но, наверное, при росте размера программного кода уверенность программистов в том, что они делают, и повторяемость их решений внутри этого модуля возрастает. То есть, когда модуль небольшой, то в нем много экспериментов, в нем много интуиции, в нем много в первый раз чего-то сделанного. Когда модуль уже 100 тысяч строк кода, 200 тысяч строк кода, то в нем много copy-paste, в нем много дубликатов, в нем много повторов. И эти повторы, они более-менее проверенные. Я так думаю, это мои догадки, почему так происходит. Может быть, это первая причина. Может быть, вторая причина заключается в том, что когда модуль растет в размере, то с ним одновременно и растет его жизненный цикл. То есть он становится старше. Поскольку, наверное, это логично. Если модуль незначительного размера, скорее всего, он и молодой.
Если модуль большущий, то он, конечно, значительно старше. А раз он старше, то, наверное, он более проверенный в продакшене. Значит, ему можно больше доверять, наверное, в нем все стабильнее. И поэтому его количество ошибок начинает, наверное, падать со временем, количество ошибок на строчку кода. И мы видим такое вот достаточно резкое снижение этого error proneness, то есть плотности дефектов. Ну, мысль, наверное, интересная, себе ее можете запомнить. И дальше, с чем я хочу вас познакомить, 1989 год, появился стандарт от организации IEEE. Вы наверняка знаете такую организацию, которая занимается выпуском стандартов, и не только, проведением конференций, выпуском стандартов, публикацией книг и так далее. Это такая некоммерческая организация международная, в которой пытается нам помочь, всем нам, программистам, помочь наши знания стандартизировать и привести к какому-то общему одному знаменателю. И вот они выпустили в 1989 году стандарт под номером 982.2, что бы это ни значило, который регламентирует терминологию в области измерений качества программного кода. Вообще измерений, они даже говорят не качество, а регламентируют measures to produce reliable software. То есть любые способы оценки программного продукта для того, чтобы его сделать качественным. Это, в общем-то, то, о чем мы говорим с вами на этих лекциях, но они берут шире в своем стандарте. Они говорят не только о статическом анализе исходного кода, как мы с вами делаем. Кода, в основном статического. Мы с вами не только статический, мы и динамический, кое-где затрагиваем анализ. Но мы все-таки наблюдаем код как большое количество текстовых файлов. И дальше думаем, что мы, глядя на эти текстовые файлы, можем сказать. Они же предлагают посмотреть на программный продукт как продукт, не только как файл, но и как уже что-то размещенное в продакшене, как программный комплекс, в котором уже есть пользователи, есть какая-то реакция на этот программный продукт. То есть все в целом. И рассматривают, какие же способы измерения этого всего можно использовать. Через пару слайдов я вам покажу, какие разные способы они предлагают в этом стандарте. Но нас интересует defect density. И это первая метрика, которую этот стандарт предлагает. Они всего предлагают 39 способов измерения качества. Первый способ — это defect density. Видимо, важный он, раз он первым стоит. Наверное, это показатель, который характеризует, собственно, продукт, если в нем ошибок находят пользователи много, или программисты, не обязательно пользователи. Но, наверное, в этом продукте есть на что обратить внимание. Но опять же подчеркиваю, что это не обязательно означает, что продукт низкого качества, если в нем много дефектов находится. Чуть позже увидим, что эта мысль, она хоть и интуитивно напрашивается, но на практике это не так, не совсем так, не всегда так, а в моем понимании и в теории это не так. И теоретически неправильно так мыслить, неправильно смотреть на количество дефектов, на их плотность и по этой метрике решать, что программный продукт хуже, чем тот, в котором дефектов меньше. Я вам расскажу, почему я так думаю. А эксперименты покажут нам, почему еще экспериментально это не подтверждается. Здесь они сообщают нам, что дефект — это некая аномалия. Достаточно общая характеристика дефектов, любая аномалия. И приводят два примера. Первый — это что-то, чего не хватило, либо что-то сделано не идеально. И мы нашли это на early life cycle phases, то есть до того, как продукт попал к своим клиентам. И второе — это ошибки, которые были найдены sufficiently mature for test or operation. То есть попали к нам уже после того, как продукт попал либо в тестирование, либо в operation. Operation, то есть в пользование пользователем. Все понятно, определение достаточно общее. Но здесь важно нам что понять, на что обратить внимание. На то, что omissions и imperfections может означать практически все, что вам не нравится в программном коде. Более conventional, более такой мейнстрим понимание программного дефекта или бага
в наших головах, программистов обычных, таких как мы с вами, сформировано так, что баг — это то, что отрепортил нам пользователь, и причем ему этот баг мешает работать с нашим продуктом. Он пришел к нам, этот баг, в виде e-mail, в виде телефонного звонка, в виде баг-репорта, в виде, может быть, тикета какого-то, и мы должны на него реагировать, потому что этот баг исходит от пользователя, который платит деньги. Это достаточно узкое понимание дефекта. Оно попадает, в общем-то, под вторую категорию, под номер 2. Но это не все, есть еще первая категория. И первая категория, она именно о багах, которые создаются программистами, глядя на то, что сделали другие программисты. То есть я открываю программный код, смотрю на него, вижу, как написан этот класс на Java. Мне не нравится, как написан этот метод. Я думаю, что этот метод написан непонятно. Пускай он работает. Я вижу, что есть тесты, эти тесты проходят. Но я не понимаю, как написан этот метод. А я новенький программист в этом программном проекте. Только пришел, пару недель. Не могу понять, что делает этот метод и зачем он вообще здесь существует. Это баг. Я создаю баг-репорт, пишу причину его создания, описываю, что бы мне хотелось видеть. А я пишу, я бы хотел видеть документацию к этому методу, которая бы достаточно подробно объясняла, зачем он здесь существует и какая функциональность на него возложена. Делаю репорт этого бага, получаю номер на этот баг-репорт, и команда его фиксит. Так же, как она фиксит баги, полученные от пользователей. Равное, а то и может быть большее внимание уделяется багу, который зарепортил программист. Потому что баги, которые мы выявляем до продакшена, они значительно более дешевые, они значительно более выгодные для выявления и для устранения, чем баги, которые мы будем выявлять после того, как пользователь получит продукт. Ну, я думаю, это очевидно для всех. То есть, есть две категории багов, и помните об этом. Не только вторая, не только баги, которые приходят снаружи. Мы считаем и баги, которые приходят изнутри. Некачественно написанный код, недокументированный код, непонятный, отсутствие юнит-теста, отсутствие какого-то класса, слишком большой класс, слишком маленький класс, слишком большой модуль, слишком сложный модуль, слишком высокий cyclomatic complexity. Это все дефекты первой категории. По этому стандарту и по моему пониманию тоже. И должно быть и по вашему тоже. Понимаете, что это тоже дефекты такой же важности, а то и более важные, чем дефекты второй категории. Ну и вот из этого же стандарта цитата, скриншот из этого же документа. Они нам рассказывают сложной формулой, хотя здесь ничего сложного нет. Они рассказывают, что такое defect density. Нужно поделить total количество дефектов, которые найдены, на количество кило чего-то, lines of, в общем, неважно, суть понятна, на количество тысяч строк кода. Мы делим 78 дефектов на 8000 строк кода, получаем 9,8 estimated defect density. Estimated, обратите внимание на слово estimated, мы к этому еще вернемся. То есть defect density можно не только оценивать по случившимся фактам, глядя на продукт, который мы уже имеем в руках, мы имеем по нему баг-репорты, мы знаем, сколько их, мы знаем, сколько строк кода написано в этом продукте, мы можем одно на другое поделить и получить ratio. Это по факту, а бывает еще estimated. То есть мы можем смотреть на начало разработки, видеть пока еще только 10 строк кода в продукте, видеть только его требования и уже сказать, что у нас примерно defect density через полгода будет 9,8. Это тоже интересно. Интересный взгляд на ситуацию. Интересный взгляд на software engineering. Что, имея такую метрику, мы из нее можем делать много далеко идущих выводов и чуть позже рассмотрим какие. Ну и вот то, что я вам обещал, это стандарт, из него скриншот, это те самые 39 метрик, которые они предлагают для оценки качества программного кода. Мы из них знаем, обратите внимание, cyclomatic complexity нам знаком, defect density мы с вами уже изучили. Давайте посмотрим, что еще. Есть некий Software Maturity Index, у нас был Software Maintainability Index, это Maturity, значит это не то, но какой-то индекс, можно будет попытаться с ним познакомиться, я не знаю, что это такое. Test Coverage, мы с вами это проходили, 24-я метрика.
Ну, какие вы еще видите из знакомых? Ну, вот, пожалуй, наверное, и все. Больше мы... Некоторые из них я вообще не знаю, о чем идет речь, если честно. Ну, вы должны понимать, что это 89-й год. То есть с тех пор было предложено много нового, но тем не менее и в тот момент уже было известно о многом. Почему-то это многое сюда не вошло. Например, mutation coverage. Мы с вами его проходили недавно. Здесь mutation coverage отсутствует. Например, function points. Здесь есть function points, наверное, это не характеристика качества, это больше ее, что ли, оценка или оценка размера качества, оценка размера продукта. Вот такая у них картина. Это я вам зачем показал? Для того, чтобы вы знали, куда идти, в какой стандарт, если у вас появится задача, например, проанализировать какой-то программный проект в рамках, например, какой-то курсовой работы или какого-то тендера, и вам нужно будет опираться на метрики, опираться на какие-то объективные показатели. Есть стандарт, в нем есть 39 направлений, под которым можно посмотреть на программный продукт. 3 из которых мы изучили, может быть, изучим еще несколько, но мы все 39 не будем обсуждать, хотя среди них есть весьма интересные. Вот я здесь вам сделал их полный такой список, который удобнее для прочтения. Значит, Cyclomatic Complexity мы знаем. Еще раз я пройдусь по ним. Cyclomatic Complexity был, Test Coverage был. Сейчас мы обсуждаем с вами Defect Density. Видите, Fault Density и Defect Density, они вроде бы похожи, но я думаю, что, как я это понял, под Fault Density они понимают все-таки отношение дефектов второй категории. То есть те самые фолты, которые случились в продакшене. Мы сделали продукт, отдали его клиенту, клиент увидел 28 проблем и нам сделал 28 баг-репортов. При этом мы сделали у себя внутри, до того, как отдать продукт клиенту, мы сделали 280 ошибок. Это будет называться defect density. А вот fault density это именно то, что получили мы от клиента. Наверное, все-таки defect density он меньше, вернее, fault density будет меньше, чем defect density. Логика такова. Mean time to failure будет интересно тоже изучить. Наверное, вы слышали, что это такое. Мы сегодня тоже в лекции чуть позже про него немножко поговорим. Сокращение MTTF – это среднее время, которое проходит между падениями нашего сервера. Например, вы делаете веб-систему. Если вы делаете мобильное приложение, то это среднее время между mean time to failure. То есть это время, да, это, я так понимаю, среднее время, которое пройдет от момента старта системы до отключения, до ошибки, до того, как система перейдет в неработоспособное состояние. Ну, это можно сказать расстояние между ошибками, так можно так это оценить. То есть сколько времени в среднем система живет без ошибки. Мобильное приложение. Я его установил, работаю с ним, работаю, день, 2, 3. На 5-й день у меня происходит ошибка, и оно перезагружается. У меня на 5-й, у кого-то на 10-й, у кого-то на 3-й. Если у нас есть статистика по миллиону пользователей, то у нас появится метрика MTTF. Она очень часто используется в оценках стабильности работы программных и аппаратных средств. MTTF. И мы чуть позже посмотрим, как MTTF связан с Defect Density. И там будет интересная зависимость. Что еще нам здесь? Software Maturity Index. Вот это будет интересно посмотреть, что это такое. Я не знаю. Сейчас я просто увидел название. Requirements Traceability. По-моему, мы где-то с вами затрагивали эту тему. О том, что requirements должны быть traceable. То есть нужно видеть их насквозь. От требования мы должны дойти прямой дорогой к реализации этого требования. Если такая прямая дорога видна, то это хорошо. Если нет, то это нехорошо. Ну, это все про стандарт. Все, что я мог сказать о нем. Он интересный. Я вам почему привел стандарт? Чтобы вас немножко замотивировать в сторону чтения стандартов IEEE. Они многими программистами воспринимаются как скучная литература, и даже не литература, а скучные документы, которые кажутся устаревшими или кажутся слишком формальными.
оторванными от реальности, оторванными от конкретного кода, который мы с вами пишем. Это все правда. Действительно, это так. Я тоже как программист, работая с этими документами, читая их, я вижу большой интервал, большой разрыв между тем, что мы реально делаем ежедневно, и тем, что пишут эти документы. Но, тем не менее, знать о них и знать, какие стандарты существуют, а их не так много в IEEE, их может быть 1,5 десятка, которые нас с вами касаются. Может быть, мы какую-то из лекций уделим даже именно обсуждению того, какие стандарты есть и какие нам вообще могут быть полезны и чем. Ну вот этот один из стандартов, он рассказывает вам о том, какие метрики существуют и какие можно использовать для того, чтобы измерить. Приведу вам пример. Когда-то достаточно давно меня взяли в компанию, это в Европе было, архитектором. Задача была поставлена так. У нас есть программный модуль, даже не программный модуль, а программно-аппаратная система, достаточно большая, у нас 15 или 20 серверов, на ней развернут наш софт, он работает, все хорошо, в него инвестированы миллионы долларов, но клиенты недовольны периодически. У нас часто возникают даунтаймы, часто падают наши сервера и работают, соответственно, плохо, люди теряют время, деньги и так далее. Помоги нам. Ты же умный, вот тебе зарплата, помоги нам сделать так, чтобы стало лучше. Я первое, что сделал, и я думаю, что это было правильно, я предложил им сначала начать с расчета метрик. Давайте вот сейчас, как у вас сейчас есть, введем какой-то механизм, какие-то скрипты напишем, какую-то логику реализуем, которая будет, глядя на нашу текущую систему, рассчитывать какие-то цифры, показывающие ее стабильность, ее reliability, ее скорость, все, что вас интересует, все эти показатели, которые для вас важны. В том числе mean time to failure. Вы говорите, у вас бывают даунтаймы, но давайте посчитаем, какой у вас интервал между даунтаймами. Вы сейчас говорите, что они у вас просто частые, просто у нас все падает, мы ночами не спим. Давайте это время высчитаем. И мы получили какие-то метрики, мы сделали это. Это было не так долго, хотя руководство было не очень довольна тем, чем я занимаюсь поначалу, потому что оно думало, что я вместо того, чтобы решать проблему, на которую меня наняли, я занимаюсь какой-то академической ерундой, пытаюсь какие-то метрики собрать. Они меня просят, ты сделай, чтобы ни сервер не падал. Мы тебе за это платим. Сделай так, чтобы ночью нам не звонили клиенты и не говорили, что у нас платежи не проходят, транзакции не работают. А я говорил, нет, дайте мне время, месяц-два, и мы за это время настроим систему оценки вашего продукта. Лайв оценки, которые будут собираться ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И вы будете видеть на каком-то несложном дэшборде главные показатели. Именно показатели качества. Не показатели, как у нас нагружены сервера, какой у нас объем транзакций, какой у нас размер базы данных. Все эти метрики у них были собраны. У них системы стояли для мониторинга, работы серверов, для мониторинга софта, который они написали. Все это у них было настроено. Но у них не было оценочных характеристик. Вот тех, которые в этом стандарте написаны. Ну, я из этого стандарта взял, я видел, мы брали reliability, мы брали mean time to failure, residual fault count у нас был, то есть количество ошибок, которые происходят. Fault density, нам было важно количество репортов, которые приходят. Все это в цифрах. А потом мы начали вносить изменения, собственно, в продукт. Мы стали, что-то делать в плане архитектуры, стали там добавлять индексы в базу данных, стали базу данных денормализовывать, стали оптимизировать, собственно, код, который написан, стали удалять из него лишний кэш, стали добавлять необходимый кэш и так далее. Какие-то архитектурные решения. Постоянно наблюдая за метриками. Глядя на mean time to failure, например. И она, эта mean time to failure, стала увеличиваться. То есть интервал между ошибками стал расти. А значит, это объективный показатель моей работы. И мне в этот момент уже менеджмент стал понимать, какую я value, я и команда, мы вместе это делали, какую мы ценность добавляем бизнесу. Из субъективных ощущений мы перешли в зону объективных оценок. И это правильно было. Хотя поначалу менеджмент был недоволен, и, наверное, в вашем случае он будет тоже недоволен, если вы будете пытаться такого рода метрики ввести. Менеджмент будет думать, что вы пытаетесь заниматься не работой своей, а фантазировать на тему
что нужно, что не нужно. А я все-таки считаю, что это правильный подход. Не только я, это стандарт так считает. Так, ну и теперь пойдем по работам, которые люди писали. 90-й год. Смотрите, какой интересный результат. Авторы говорят, что около 5 ошибок на 1000 строк кода can be tolerated without invalidating or statistics to estimate. Видите, MTTF опять используется эта метрика. То есть, если у нас до 5 ошибок на 1000 строк кода, это их experience, по их опыту, на 1990 год, учитываем, это 25 лет назад. В общем, 5 ошибок это окей. 5 ошибок не будут влиять на MTTF. То есть система не будет, ее перформанс, ее стабильность не будет деградировать. А вот если failure rate is, this failure rate is low compared to normal development practices. А 2060 is not atypical. Он говорит, что при 5 будет, я так понимаю, при 5 будет все хорошо. А вот в индустрии бывает 20-60, и это не так уж нетипично. 20-60 это вполне себе цифры, которые мы наблюдаем в индустрии. Это вам для того, чтобы вы понимали в 90-м году, какие были цифры. Я вам в самом конце лекции покажу цифры, которые я измерил на своих проектах. И что я получил? Я взял 6 своих собственных проектов, которым уже по 8, по 10 лет. Они в open source, в них не один десяток тысяч строк кода, и в них не одна сотня багов была создана. И вот посмотрим, какая там статистика. Это проекты на GitHub, реальные, ими пользуются люди сегодня, сейчас. То есть это не 90-й год, а вполне себе современность. Ну вот цифры 90-го года. 5 это окей, а 20-60 это то, что мы наблюдаем. Ну, видимо, свыше 60 это уже пугающие цифры, которые, я так понимаю, в их понимании в тот момент говорили о низком качестве. Здесь опечатка. Вы, кстати, если замечаете опечатки в моих презентациях, они все в open source, они все на GitHub, и вы можете вносить изменения, присылайте pull-реквесты, можно эти слайды корректировать. Если вот такая опечатка встречается, то можно ее поправить. Так, я пытаюсь прочитать и интерпретировать то, что здесь сказано. Это 92-й год. Ну, они говорят, что, наверное, это более-менее очевидный для нас вывод. Если разложить по шкале времени жизненный цикл программного продукта, а по вертикали поставить defect density, тот самый показатель, ту самую метрику, которую мы рассматриваем, то она вначале будет побольше, а потом она будет поменьше. И вот этот интервал, который в начале, он называется requirements inspection. То есть, когда мы анализируем требования, когда мы пытаемся понять, что нужно сделать, когда мы прототипируем, когда мы делаем какие-то первые наброски, то ошибок будет больше, и мы будем их репортить чаще, и они будут встречаться в большом количестве, в то время как количество строк кода будет крайне незначительным. То есть у нас всего-то строк кода будет 100, 200, 300, а дефектов, которые мы будем находить в требованиях, в requirements, в UML-диаграммах, в нашем понимании того, что должно делать, что должна делать система, их будет десятки. А строк кода всего лишь сотни. Деля одно на другое, мы будем получать очень высокий defect density. А затем он будет снижаться и exponentially. То есть он будет резко падать, поскольку количество строк кода будет расти. Если мы здесь нарисуем еще один график, наверное, строки кода, они вот растут вот так, наверное. Вот это вот lines of code. Мой опыт говорит о том, что примерно такой будет. Сначала мы немножко двигаемся вверх, потом у нас резкий всплеск количества строк кода, а затем фаза maintenance, в которой мы незначительно меняем строчки кода, и в основном у нас растут юнит-тесты, у нас увеличивается количество
тестов, но не основных строк кода. Ну вот они, в общем-то, это измерили, сделали такой эмпирический стадий, взяли какое-то количество проектов, видите, они говорят the analysis, то есть это не их мнение, это не их ощущение, а они провели анализ. Это такой как анализ, как вы в своих работах проводите. Вы берете существующие кодовые базы, не ваши, и делаете объективную оценку, что же там видно, какие зависимости. И вот они увидели такую зависимость. Они показали, что сначала, когда требования обсуждались, то динамика была одна, затем она изменилась. 96-й год. Тут появляется слово predict. И идет отсылка к объектно-ориентированным метрикам, которые мы с вами проходили. Вот это работа двух ученых, на которые очень часто ссылаются и называют эти метрики CK Metrics. По первым буквам фамилии этих ученых. C и K. Эти CK метрики, они описывают объектно-ориентированный дизайн. Это количество методов, среднее количество методов в классе, если я не ошибаюсь. Это количество дочерних классов в среднем на класс. Это метрики, касающиеся иерархии классов, и мы их проходили. Если не проходили, то какие-то из них мы точно обсуждали. И вот они здесь говорят, что 5 из 6, там их 6 объектно-ориентированных метрик, могут быть использованы для предсказания fault proneness. Ну, fault proneness это что-то типа нашей defect density, то есть с какой частотой там будут ошибки. В течение high and low level design phases это не принципиально в течение чего, я так понимаю. Самое главное, что мы можем использовать метрики, чтобы предсказать defect density. Это та интересная мысль, для которой я эту статью вам показываю. То есть мы можем посмотреть на класс, увидеть в нем, какое количество условно у него родителей, какое у него количество дочерних классов, какое у него количество методов, какое у него количество атрибутов. И, исходя из этих цифр, мы можем предсказать, сколько в нем будет дефектов найдено. Вот такой интересный вывод был сделан. И дальше люди пошли эту тему раскручивать. Дальше стали заниматься этим вопросом, потому что предсказание defect density очень может помочь бизнесу. Может помочь подготовить ресурсы для тестирования, подготовить ресурсы для программирования, подготовить серверные возможности, подготовить клиентов к качеству, которое мы ожидаем. Оно будет либо высокое, либо низкое. Но мы заранее это можем знать. Мы можем посмотреть на дизайн, который нам предложили программисты, и, может быть, еще посмотреть на историю работы с этими программистами, посмотреть на их квалификацию, посмотреть на предыдущий defect density в прошлых проектах и сделать вывод, что в этом случае у нас defect density будет 9,8 или 19,8. Вопрос, конечно, в том еще, сколько у нас строк кода будет в этом проекте. Мы помним, что это тоже отдельная тема, и как его предсказывать, этот размер, это тоже отдельный вопрос. Это либо через функциональные поинты, либо через модели предсказания, которые мы тоже с вами проходили, COCOMO или ему подобные. Но, допустим, мы можем предсказать размер нашего кода, и мы говорим, что в конце мы получим 100 тысяч строк. И defect density у нас будет 20. Значит, у нас будет, сами посчитайте сколько, 2000 дефектов. 2000 дефектов у нас будет найдено к концу разработки, через год. Это означает что? Это означает, что нам нужно быть готовым иметь в среднем по 3 баг-репорта в день. 3 баг-репорта в день. Значит, нам нужна какая-то система поддержки для этого продукта. Нам нужно успевать 3 баг-репорта в день фиксить. Значит, нам нужны не только программисты, нам нужны программисты, занимающиеся еще и, может быть, фильтрацией баг-репортов, может быть, организацией бэклога, может быть, выделенные программисты должны быть только для баг-репортов. Если мы все это знаем в начале пути, то нам это, конечно, облегчает задачу, серьезно облегчает, и мы, в общем, получаем ценные знания, и вот они нам предложили такую систему предикшена. Следующий research, 99 год. Опять вопрос о предикшене. Видите, людей интересует все больше и больше предикшен. Они
разобрались уже с тем, что defect density это понятная метрика. Теперь давайте с ней работать. Давайте ее, например, предсказывать. Но здесь они говорят, что модели, которые были предложены для этого предикшена, они имеют теоретические и методологические ошибки. Такая критика вышла на предыдущие исследования, может быть и на предыдущие, тут я глубоко не вникал, но я так понимаю, что критикуются многие предыдущие исследования, в том числе и то, которое мы только что на слайде выше видели. И они предлагают свою модель. Вот они покритиковали в первой части, а потом они говорят, мы рекомендуем holistic models, использующие эти сети байесовские, как альтернативный подход для предикшена. Мы сейчас не будем разбирать, кто лучше, эти сети или предыдущие методы. Главное, вы поймите, что людей интересует вопрос предсказания defect density. В ваших проектах, с которыми вы работаете, подумайте, а предсказываете ли вы эту метрику? А знаете ли вы ее? Это первый вопрос. А второй вопрос, предсказываете ли вы? Думаете ли вы о том, что с ней будет через время? Будет ли она ниже, будет ли она выше и что на нее влияет? Ну вот, например, они вам показывают, это из этой же статьи, где критика, с которой они выступают, только что мы видели автора. Например, происходит такая, они цитируют здесь табличку из исследования Каперса-Джонса 96 года, статья 99, то есть прошло 3 года, вот они нам показали такой скриншот из предыдущей работы и критикуют этот скриншот. И вот они говорят, смотрите, что на этом скриншоте написано. На скриншоте сказано, что если у нас ошибок, это defect density, левая колонка, вот это defect density, то есть сколько ошибок на 1000 строк кода. И предлагается, что если ошибок будет больше 10 минут, то mean time to failure будет 1 минута. То есть мы падать будем каждую минуту. Если у нас будет ошибок 20-30, то мы будем падать каждые 5 минут. Если ошибок у нас будет 1 на 1000 строк кода, то мы будем раз в месяц падать. Ну, такая забавная таблица, и они ее также и критикуют. Они говорят, что highly attractive, то есть эта картинка, она очень привлекательная, но она не выдерживает эмпирической валидации. Обращаем внимание, не выдерживает валидации, не выдерживает проверки опытом. То есть на практике мы не имеем такой зависимости. Интересная мысль. Нам, казалось бы, наша интуиция говорит нам о том, что чем больше ошибок мы находим, тем хуже работает система. А вот нет. Это, как видите, эта интуиция does not stand up. Не так все в реальности. В моем понимании все наоборот. В моем теоретическом понимании. В практическом я не проводил экспериментов, но опираясь на их мнение о том, что экспериментально это можно экспериментально увидеть, то я могу с большей уверенностью свою теорию вам рассказать. Моя теория, не только моя, теория, которая мне нравится, она говорит о том, что в любом программном проекте бесконечное количество ошибок. В любом более-менее какой-то reasonable size, более-менее разумного размера. Если у вас есть программный продукт из хотя бы 10 тысяч строк кода, то в нем абсолютно неизмеримое ничем количество дефектов. То есть, чем больше будем мы его использовать, чем больше мы его будем тестировать, тем мы будем больше находить там ошибок. Ошибок самого разного толка. Помним, ошибки бывают 2 категорий. Это либо ошибки внутренние, либо ошибки, которые увидел пользователь. И вот если мы будем учитывать и первую категорию, и вторую, то в любом программном продукте количество ошибок бесконечно. Мы можем бесконечно увеличивать качество кода. Я могу вам на любой код написать огромное количество багов, рассказав о том, что мне не нравится этот метод, как у вас реализован, мне не нравится этот класс, как вы написали, мне не нравится документация, которую вы написали, мне не нравится, как вы назвали переменную и так далее. Таких ошибок я вам напишу. Буду писать, пока будет мне время, у меня будет, я буду их создавать. Это первый постулат, на который стоит опереться. Понимаем, что в любом программном продукте, если мы под ошибкой понимаем и первую, и вторую категорию, то их там дефектов, не faults, помните, у нас есть fault, а есть defect. Вот fault это то, что пользователь увидел, а defect это все imperfections. Все, что imperfect, все, что не идеально. Их бесконечное количество. Теперь вопрос дальше. Мы с этим согласились. Я так понимаю, с этим
Ну, будем считать, что вы согласились. А дальше отсюда вопрос. Если мы находим один дефект на 1000 строк кода, а их там осталось бесконечное количество, а другая команда нашла 30 дефектов на 1000 строк кода, то какая команда качественнее подсветила дефекты, качественнее обнаружила дефекты, которых там и так бесконечно? Наверное, вторая команда поработала лучше, потому что она смогла найти больше проблем. И чем она их нашла больше, тем, конечно, нельзя сказать, что тем меньше их там осталось. Потому что их там бесконечно. Мы помним первый постулат, первую аксиому. Их там и в первом случае, и во втором осталось бесконечное количество. Но команда, которая нашла один дефект на 1000 строк кода, скорее всего, просто плохо тестировала. Это не значит, что у нее лучший продукт. В большинстве случаев. Это скорее всего значит, что она просто мало усилий приложила к нахождению дефектов, которых там и так очень много. А вторая команда, которая нашла 30 дефектов, она просто лучше тестирует. Она просто прикладывает больше усилий к тестированию. Вот разница между этими двумя командами. И defect density показывает нам, эта метрика, кто хорошо тестирует свои продукты, а кто тестирует слабее. Идеально протестировать невозможно. Мы не можем найти все дефекты. Почему? Смотри аксиому номер 1. Потому что их там бесконечное количество. Но мы можем постараться найти побольше. Чем больше, тем лучше. Вот все, что мы можем сделать. Мы не можем никогда остановиться и сказать, мы нашли все дефекты. Это ложная цель, которую нельзя ставить перед собой. Нельзя ставить команде тестировщиков. Нельзя ставить команде разработки. Нельзя говорить, найдите все ошибки, а после этого продукт отправится в продакшн. Это противоречит логике software engineering. Все ошибки найти невозможно. Мы можем только сказать, найди-ка, пожалуйста, нам 30 ошибок на каждую 1000 строк кода. И когда ты это сделаешь, мы их исправим, и продукт пойдет в продакшн. Пока ты находишь одну ошибку на 1000 строк кода, мы просто понимаем, что ты плохо тестируешь. Тестируй еще. И поэтому эта таблица, она должна быть, в моем понимании, перевернута вверх ногами. Чем больше вы находите дефектов, чем больше у вас defect density, тем стабильнее будет ваш программный продукт. Вот так я это понимаю. Ну и, видимо, не я один. Еще одну табличку, которую они тоже критикуют. Значит, из того же источника. Видите, они все... это другой источник, тот же автор, просто год другой, то есть другой источник. В конце слайдов есть список всех работ, вы можете ознакомиться. Значит, здесь связь между фазами разработки. Вот у нас есть фазы, они идут сверху вниз. Сначала мы исследуем requirements. В те времена еще Agile был не супер популярен, и многие работали по классической схеме. Сначала requirements, потом design, потом кодируем, потом документируем, и потом maintenance, потом bug fixing. И дальше смотрите, какая интересная метрика. Defects на function point. Что такое function point, вы помните. Мы проходили несколько лекций назад. И вот если мы посмотрим, какое количество дефектов мы имеем на каждый function point, то количество дефектов снижается. Так, ну здесь критики нет. Беру свои слова обратно. Они здесь ничего не критикуют. Они просто показывают, что это, я так понимаю, действительно так. Да. Они говорят, мы видим, что... Ну, с этим, я думаю, что можно согласиться. Логика здесь понятная. Мы уже видели с вами этот график, я вам его рисовал. То есть, если мы имеем время по горизонтали, defect density по вертикали, то он будет, скорее всего, как-то так. При том, что количество строк кода будет расти как-то вот так. Если это lines of code, то это defect density. Видимо, это логично. И, соответственно, фазы идут здесь. Сначала у нас фаза requirements, потом у нас фаза design, потом у нас фаза кодирования, потом у нас фаза кодирования, потом у нас фаза, наверное, документирования, и потом пошел bug fixing, когда мы уходим в небо по количеству строк кода. И у нас идет фаза, как они это называют, bug fixing. Тут написано bad fixes. Окей, bad fixes. Интересный термин. Ну, мы бы назвали это bug fixes. Как-то так. Ну, с этим согласимся. Я думаю, что здесь ничего нет
алогичного. Так что это не критика, это вам просто еще раз дал эту табличку, чтобы вы понимали, что defect density это величина, меняющаяся со временем и зависящая от жизненного цикла программного продукта. Сейчас жизненный цикл выглядит немножко не так в agile разработке или в современной разработке. Сейчас это уже, наверное, сейчас это не agile, а просто современная разработка, где даже если вы не называетесь agile, вы все равно не делаете классический waterfall development. Вы все равно не делаете сначала долго requirements, несколько месяцев, потом долго дизайн, а потом только кодирование. Вы, скорее всего, делаете сразу кодирование. Вам, скорее всего, приносят какие-то требования, вы получаете какое-то интервью короткое с клиентом, понимаете, о чем клиент говорит, и через сутки вы даете какой-то прототип, может быть, через пару суток. Так должно быть. Ну, так многие команды, я думаю, работают. А потом начинается переработка требований. Потом мы смотрим на то, что у нас получилось, на какой-то прототип, и начинаем обсуждать требования. Выясняем, а то ли это вообще, что хотелось. Так ли мы понимали, здесь ли будет стоять эта кнопка. В этом ли мокапе будет так выглядеть drop-down лист и так ли будут выбираться данные. И такая ли будет структура базы данных и так далее, и так далее. Мы начинаем такой инкрементальный и итеративный процесс разработки. Так делают, мне кажется, сейчас уже все, потому что Waterfall был признан неэффективным, и с этим мы соглашаемся. Но с таким классическим agile я, по крайней мере, не совсем согласен с его парадигмой. Мне все-таки кажется, что должна быть дисциплина определенная. Но ставить код вперед всего – это однозначно хорошая практика. Сначала кодируем, потом смотрим на то, что получилось, смотрим на прототип и работаем с требованиями, работаем с дизайном, улучшаем его, улучшаем требования. Все идет параллельно. То есть все эти активности идут не последовательно, не requirements, потом дизайн, потом кодинг, а потом documentation, а потом bug-fixing. А в первом же цикле, вот в первой же неделю работы, вот здесь, мы делаем все. И requirements, и дизайн, и кодинг, и documentation, и bug-fixing. Весь пакет активности в первой же неделе работы. Это правильный подход. Так, немножко вам отступление от defect density, но, надеюсь, тоже вам будет полезно. Дальше еще цифры. Наш любимый автор Стив МакКоннелл, которого, если кто-то не читал, то вы обязаны прочитать эту книгу Code Complete. Мне кажется, это одна из фундаментальных работ вообще в области программирования и софтвер-инжиниринга. Очень любимый автор, любимая книга. Что он пишет? Он собирает данные из разных источников и предлагает нам цифры. 1-25 ошибок на 1000 строк кода. Он пишет о случаях, в которых 1/10 as many errors as these are rare. Cases that have 1/10 as many errors. Ну, случаи, в которых 1/10 от этой цифры, они, наверное, супер редки, а случаи, в которые 10 раз больше, чем эти цифры, то есть, наверное, от 10 до 250, они tend not to be reported, то есть никто о них не сообщает. Если люди видят такие цифры большие у себя, то они не сообщают, и комментарии от Стива, может быть, они даже никогда и не завершаются. Стив мыслит в парадигме, чем больше ошибок, тем хуже код. Я мыслю в парадигме, чем больше ошибок, тем лучше код. Тут у нас с мистером МакКоннеллом расхождение. Дальше про Microsoft он дает статистику. Microsoft наблюдает в соответствии с их репортингом. Здесь нет ссылки на документ. Это, по его словам, из личных разговоров с представителями Microsoft. Статистики опубликованной нет, поэтому он говорит, что говорит. 10-20 дефектов на 1000 строк during in-house testing, то есть первой категории дефектов, и 0,5 дефектов в релиз-продукте. То есть это категория номер 1, мы в ней видим 10-20, и в категории номер 2 мы видим 0,5. Такие у них цифры. И по-прежнему они продолжают утверждать, что чем цифры больше, тем хуже. Как может увеличение этой цифры? Ну, здесь я еще как-то могу понять, если можно сказать, что это же дефекты, которые нам присылает клиент. То есть, если он репортит нам ошибки, то наш код показывает недостатки.
Но здесь это же дефекты, которые находят программисты. Это же дефекты до релиза. Это там, где мы работаем, мы ищем, мы находим, мы устраняем. Это наша работа. Это активность, которая улучшает наш код. И, конечно, если здесь будет не 10, 20, а 200 тысяч, то это только улучшит ситуацию. Это значит, что мы много раз протестировали, мы много раз прошли по коду, мы много раз сказали друг другу, что это место в коде непонятно, эта строчка неправильно написана, здесь неправильный алгоритм, перепиши, переписали, новый репорт, нет, перепиши еще раз, переписали, нет, снова перепиши. И так мы прошли 3-4 раза, а другая команда ни одного не прошла раза или один раз. Ну так у кого будет лучший код? Тот код, на который посмотрело множество глаз, который много раз прошли через систему тестирования, через систему обсуждения, через код-ревью. Или та команда, которая написала с первого раза, нашла одну-две ошибки и в продакшн. Мне чисто логика подсказывает, что в команде, в которой интенсивно тестировали, качество будет выше. Но, видите, традиционный взгляд все-таки он не такой. Традиционно люди считают иначе. Следующая работа. Мы все движемся ближе к нашему времени. 4-й год, 20 лет назад. Здесь анализ использованные и неиспользованные компоненты. То есть представьте себе, что у вас есть модуль, который вы написали, библиотеку некую вы написали, и она используется другими командами внутри вашей компании. А другой компонент вы написали и используете его только вы. Так вот, они говорят, что defect density будет ниже у тех компонентов, которые используются reused, которые используются другими командами. Дальше смотрите, что интересно. Reused компоненты, потому что это, опять же, противоречит интуиции, но давайте почитаем дальше. Реиспользованные компоненты, то есть те, которые в более активной разработке, в более активном использовании находятся, имеют больше дефектов с высоким severity than the total distribution, but less defects after delivery. То есть у них больше находится ошибок. Понимаете, здесь проблема в том, что они не разделяют вот в этой работе, по крайней мере в этой цитате, они не разделяют дефекты и вот фолтсы, как мы видели раньше это разделение в стандарте IEEE. Они говорят, есть fault, а есть дефект. Так вот, fault это категория вторая по нашей той классификации, а дефект это категория первая плюс вторая. Первая категория это внутренние дефекты, которые нашли программисты. Вторая категория это которые нашли наши пользователи. Так вот, вторая категория это faults, а дефект это все вместе. Но здесь мне кажется, что речь идет все-таки о faults. И, конечно же, фолтсов будет меньше у тех компонент, которые reused. Потому что когда они, тут я дальше спекулирую уже, это мое собственное ощущение. Если мы компонент используем активно в разных командах, то эти команды, которые берут наш компонент, они будут его тестировать до продакшена. Они будут пытаться его проверить, прочитать, что в нем внутри, посмотреть его исходный код, сделать white box тестинг. То есть у них будут разные способы его проверить. И, конечно, они будут таким образом снижать количество фолтов, которые в итоге мы увидим после того, как компонент попадет в продакшн. Ну, это логично, что reused компоненты, они лучше, они, конечно, имеют выше качество, чем компоненты, которые не используются, которые редко используются. А качество можно определить, безусловно, по количеству фолтов. То есть фолты, они определяют качество конечное, качество функционала, а количество дефектов, найденных нами, наверное, плюс фолты, все-таки определяет качество того, что внутри находится. То есть, безусловно, лучше, если у вас компоненты будут реиспользоваться и жить своей длинной жизнью. Еще один интересный ресерч, 5-й год. Они взяли Windows Server, огромную кодовую базу, и взяли метрику Code Churn. Вы помните эту метрику? Мы с вами ее обсуждали. Code Churn – это интенсивность изменения программного кода. Как часто вы вносите изменения в определенные строки кода. То есть, если у вас 100 строк кода, и вы только написали их и оставили, то у вас будет Code Churn равен 100. 100 раз изменили эти строки. 100 изменений внесли. Если вы потом измените одну строку внутри этих 100, у вас Code Churn будет 101. Первый раз 100 плюс единица, одну строку вы еще добавили. Не добавили снизу, а
внесли изменения внутрь этих 100. Потом вы удалили какую-то строку из этих 100. Это еще одна единица к метрике code churn. То есть code churn — это, у нас целая лекция на эту тему была, которая показывает, как интенсивно работают с программным продуктом. И вот они взяли эту метрику code churn и они сказали, что эта метрика может быть ранним индикатором defect density. То есть, чем чаще меняем, тем больше дефектов. Чем чаще код меняется, тем больше в нем будут репортить дефекты. Давайте нашу интерпретацию дадим этим находкам, этой связи. Они, видите, показывают, что они с вероятностью, с очень высокой точностью могут предсказать, будут там ошибки. Причем, смотрите, они предсказывают по бинарникам. То есть они берут исходный код, на котором написан бинарник, потом смотрят по этому исходному коду, сколько раз его меняли, с какой интенсивностью. Потом это все запускается, получается бинарный код. И в этом бинарном коде они говорят, будет он работать или там будет какая-то ошибка. И если меняли код интенсивно, то их предсказание... В общем, если меняли код интенсивно, то там будет дефект. Если не интенсивно, то дефекта не будет. Ну, наверное, это логично, если не учитывать совершенно фазу до продакшена. Конечно, если мы в таком формате, как я рассказал, будем брать исходники, в него вносить изменения и компилировать затем, а потом запускать, то, конечно, наши изменения — это во многом внесение ошибок. Ошибки вносят в код люди, мы это знаем. Никто, кроме человека, ошибку в код добавить не может. То есть все, что мы программируем, мы, естественно, создавая каждые 10 строк кода, мы добавляем одну ошибку. Есть даже где-то статистика, может быть, ее стоило бы привести, я подзабыл с этой цифрой. Но существовала когда-то давно такая, где-то я встречался с ней, такой анализ, на сколько строк кода программист, ну, может быть, это она и есть, это defect density. Я вот, может быть, сейчас говорю вам не то, что вообще я путаю, но мысль моя в том, что программисты вносят ошибки. И если в этом коде было 100 строк, а мы пришли туда и написали еще 50 строк, поменяли эти 100, заменили из них часть внутри них заменили на другие 50, то мы в этих 50 внесли, естественно, поскольку есть defect density, мы знаем, что мы вносим ошибки, мы добавили туда 3 ошибки условно. И, конечно, мы компилируем, и теперь у нас ошибок там больше, таких явно добавленных. Хотя мы помним, что их там бесконечное количество. Но мы, добавляя эти наши изменения, мы добавляем такие критические ошибки, потому что мы понимаем, что ошибок хоть и бесконечное количество в любом программном продукте, но есть ошибки с разной severity, то есть с разной важностью или с разной тяжестью. И есть ошибки, которые косметические, которые могут спокойно жить вместе с продуктом, и их можно вообще никогда не исправлять, и они будут там существовать и не приводить к фатальным последствиям, не будут приводить к остановке работы программы. А есть ошибки, которые приводят к остановке и к делению на ноль, например. Это, конечно, ошибки не того уровня, как ошибка отсутствия документации к какому-то блоку кода. И вот мы, когда вносим эти дополнения туда, мы, конечно, добавляем новых ошибок, в том числе и фатальных ошибок, в том числе и тяжелых ошибок. Ну и если мы сразу компилируем, то, конечно, мы получим... это понятно, что мы действительно можем по code churn классифицировать. Но это если мы не принимаем во внимание процесс отладки, процесс тестирования, процесс юнит-тестирования, процесс код-ревью. А эти все процессы должны происходить до того, как мы получим бинарный файл. И вот измерить бы, сколько там этих ошибок, как влияет code churn на количество ошибок, появляемых там, они тоже там будут появляться. Они тоже, безусловно, будет их больше. Мы их будем видеть более интенсивно и после внесения изменений в код. То есть я думаю, что это ничему не противоречит. Вполне логичный вывод из исследования, что действительно, если мы код меняем, то в нем defect density растет. Если мы код не меняем, то в нем он будет в каком-то таком более-менее стабильном состоянии находиться. Значит ли это, что нам не нужно менять код? В какой-то степени значит.
Знаете, говорят, не сломался, не трогай. Как сказать, если работает, не трогай. Это такая грубая программистская истина, но она находит свои, так сказать, научное подтверждение, что действительно каждое изменение, которое вы вносите, оно приводит к появлению дефектов, и даже можно предсказать вполне себе точно, как много мы там увидим этих дефектов. Те же авторы, та же конференция, что интересно, но другая статья. Здесь они показывают нам, как дефект density во время статического анализа коррелирует с дефект density на пререлиз фазе. То есть, сколько нам дефектов найдет статический анализ, допустим, статическим анализом, пайплайн такой. Мы берем программный код, вносим в него изменения. Давайте просто не вносим изменения, просто берем программный код А и программный код Б. И вот в программном коде А мы запускаем статический анализ. Статический анализ нам говорит, у вас в коде 100 проблем, которые я вижу. А вы знаете, как работает статический анализ? Он смотрит на исходный код и предлагает места, которые для него кажутся опасными. В каких-то местах он говорит, здесь может быть случиться деление на 0. А в этом случае может быть null pointer exception. А в этом случае, возможно, имя переменной есть, но она не инициализирована. Все зависит от языка программирования, но он дает такие рекомендации. В каких-то случаях он уверен, и он тогда дает, так сказать, утверждает и говорит, что в этом случае я уверен, что деление на 0 случится. А в каких-то случаях он просто рекомендует. И вот мы получили для проекта А 100 таких рекомендаций. А для проекта Б получили 10 таких рекомендаций. Они говорят, что дальше мы отдаем А в тестирование и Б в тестирование. И в проекте А будет найдено условно 100 ошибок, а в проекте Б условно 10. То есть связь между мнением статического анализатора и defect density, которая выявлена различными testing activities. Я так понимаю, что это не только ручное тестирование, это и какие-то тест-стенды, может быть, что-то еще. Я так понимаю, что они проводили все эти работы с Microsoft продуктами. Ну, поскольку, вот, например, этот автор, он в Microsoft работает до сих пор. Так что я думаю, что это все речь идет о Microsoft продуктах и, соответственно, различные активности тестировщиков были использованы. Дальше, еще ближе к нашему времени, они просмотрели несколько больших объектно-ориентированных продуктов, вот их список, и увидели, что чем класс становится крупнее, тем выше чем выше этот defect density. Маленькие классы proportionally, but at slower rate. Маленькие классы пропорционально более проблематичные, чем большие классы. То есть defect proneness увеличивается, когда класс растет, но на маленьких классах маленькие классы пропорционально более проблематичны. Тут вам, наверное, стоит самостоятельно попытаться интерпретировать эту загадку. Но я так понимаю, что defect proneness здесь это не совсем defect density, возможно. Надо повнимательнее почитать. Но вывод главный, который, мне кажется, нужно сделать, что маленькие классы, они, безусловно, содержат выше, defect density в них будет, безусловно, выше. Потому что в них функционал, как я это понимаю, сконцентрирован на малом количестве строк. И в этом малом количестве строк программисту легче ошибиться, поскольку он реализует... я думаю, что потому что, опять же, я попытаюсь это все обвинить в этом всем copy-paste. Я думаю, что большие классы в основном это все-таки продукт копирования функциональности из одного места в другой. И когда он крупный, этот класс, то он зачастую выполняет какой-то простой функционал. Потому что держать сложный функционал в большом классе программисту некомфортно. И мы стараемся все-таки то, что сложное, перенести в более изолированное место. А то, что попроще,
мы его готовы размазать по тысячам строк кода, потому что нам понятно, что он делает. Мы интуитивно можем понять эти 2000 строк кода, мы можем головой охватить своим пониманием и не иметь с этим проблем. Так, еще интересно, я вам покажу метрики. Вот статья 2013 года, в которой предложено более 100 метрик, с помощью которых можно, глядя на которые, можно предсказывать, предвидеть, какие будут faults на выходе. Обратите внимание, faults все-таки не дефекты, а faults, то есть где будет продукт иметь проблемы в продакшене. И огромный список этих метрик. Какие-то метрики мы из них изучали, но совсем далеко не все. Вот, например, Attribute Hiding Factor мы с вами обсуждали. TCC у нас такая метрика была. LCC, Loose Class Cohesion, у нас была эта метрика. Weighted Methods per Class, у нас мы где-то это обсуждали. Response for Class тоже была. Зачем я вам показал этот огромный список? Для того, чтобы вы понимали, как много, вот Code Churn, как много метрик, Cyclomatic Complexity, как много метрик существует вообще в мире и как с многих сторон можно посмотреть на программный код. Это не значит, что мы их все должны использовать, но вы должны знать, что их очень много и быть готовым к тому, что они будут использоваться. Так, у нас времени, к сожалению, не так много, но я хочу все-таки закончить, довести до конца эти слайды. У нас всего несколько осталось. Мы приближаемся уже совершенно к современности. Дальше я хочу сказать, детали не буду рассказывать, но просто хочу показать, что проблема предсказания количества дефектов в программном коде, она интересует комьюнити, люди работают над этой проблемой, но она очень далека от решения. То есть люди пытаются найти какие-то механизмы, какие-то искусственный интеллект использовать, machine learning использовать, чтобы, глядя на программный код, сделать вывод о том, сколько в нем будет выявлено ошибок на этапе тестирования, на этапе эксплуатации. Но, как вы видите, самые современные, самые последние мысли в этом направлении говорят нам о том, что мы далеко от решения. И в этой статье, которую только что я вам сказал, там, где они сказали, что мы далеки, они называют эту проблему Defect Number Prediction, DNP. Название такое уже устоявшееся. И вот список разных подходов, они систематизировали, классифицировали эти подходы и привели такую таблицу, в которой показали, кто пытается найти решение и какими способами. Это вот каждая строчка, это работы людей, которые пытаются, глядя на программный код, глядя на его историю, глядя на эти метрики, которые я вам показал, эти сотни этих метрик, пытаются сделать выводы о том, сколько же у нас будет на выходе дефектов. И у них, как говорят авторы этой статьи, не очень-то и получается, мы далеки еще от решения, далеки от решения, которое было бы стабильным, что ли, и точным. Но проблема интересная. Если вас это как-то заинтересует, вы могли бы заняться чем-то подобным. Вы могли бы изучить эти работы. Вот ссылка на последнюю, на достаточно свежее исследование. Можете изучить то, как они это делают, как они пытаются предсказать. А проверить ваше решение, если вы создадите свое, будет крайне несложно. Вы можете взять какую-нибудь сотню open-source гитхабовских проектов в начале их развития, например, на первых коммитах или на ранних коммитах, и запустить свой алгоритм предсказания. Он, глядя на начало проекта, предскажет, сколько будет на выходе дефектов, потом вы переместитесь в истории проекта на сегодняшний день, то есть, например, 5, 6, 10 лет вперед, и на сегодняшний момент увидите, сколько же реально там было дефектов и какого размера стал проект. И сравните, что предсказывала ваша machine learning, интеллект, и что на выходе действительно получилось. И если у вас будет точность выше, чем 50%, это уже будет некое достижение. Потом вы сравните свою точность с той, что предлагают эти методики, и если у вас будет выше, то вот вам вполне себе интересная тема для публикации, для курсовой дипломной работы. Так, ну и последний слайд, и потом я вам покажу свою статистику. Это 16-й год, я немножко не туда поставил, видимо, этот слайд. Надо было вам раньше его сказать.
Да, здесь интересные такие выводы они сделали из своего исследования. Они говорят, что малые файлы имеют более высокий defect density, а очень большие файлы, смотрите, малые файлы имеют больше defect density, то, о чем мы с вами говорили. А малые файлы, у малых файлов высокий defect density, а очень большие и сложные файлы имеют ниже defect density. А в некоторых случаях и даже defect proneness, то есть разница между этим и этим, видимо, это опять же под дефектом они понимают то, что до продакшена, а defect proneness, наверное, после. Но я тут не буду утверждать. Ну и они из этого делают такой интересный вывод, practical implication. Redistribution of Java code into smaller, то есть писать код в малых и менее сложных файлах может быть контрпродуктивно. Ну, с этим мы, конечно, не согласимся. Я, по крайней мере, мне это кажется неправильным выводом. Ну, потому что это есть корреляция, но нет, я считаю, что нет как бы казуальности, нет причинно-следственной связи. То есть не значит это, что если мы напишем файл, сделаем файл поменьше, то значит мы получим больше defect density. И не значит это, что нужно писать файлы поменьше. Мы увидим на цифрах, что действительно на малых файлах больше возникает дефектов, и эти дефекты фиксятся. Но это не значит совершенно, что для того, чтобы повысить качество программного кода, нужно писать большие и сложные файлы. Совсем наоборот. Нужно писать их маленькими и поменять свое отношение к defect density. Я думаю, что это правильный вывод отсюда. Это хорошо, что у нас есть дефекты. Если у нас малые файлы, значит в них находят дефекты чаще. Мы эти дефекты быстрее фиксим. Программистам легче там найти дефекты. Программистам легче протестировать эти файлы. Больше дефектов находим, выше качество на выходе. Так бы я интерпретировал результаты их исследований. Ну и последнее, как я вам обещал, моя собственная статистика. Это 6 проектов, которые мои собственные. Я тут, к сожалению, не указал их возраст, надо добавить. Если у вас есть желание, можете проверить их возраст, добавить в презентацию. Ну, смотрите цифры. Вот наш показатель. Вы помните, нам говорили, что 5 это окей, 10, сколько там было? 10, 20 это уже там проблемы, а все, что выше, это уже, ну, кто там по-разному говорил, но в общем вы помните, что 5 это было окей. Вот мои цифры. Я не понимаю, как может быть 5 окей в данном случае, но понимаете, что я учитываю все issues. А каждый issue это либо feature request, либо баг. Но я понимаю, что и баг, и feature request это все из одной категории. Я в принципе считаю все это багами. Когда вы требуете имплементацию какой-то новой фичи, это значит, что вы говорите разработчикам, что в вашем продукте чего-то не хватает. Пожалуйста, добавьте эту фичу. Это значит, у вас дефект, мне этой фичи не хватает, это incompleteness, imperfection. Пожалуйста, имплементируйте. Это такие же баги, как и null pointer exception или деление на 0. И если считать все баги целиком, вот видите размер проектов, они достаточно крупные, десятки тысяч строк кода, количество багов и соотношение. Видите, в моем случае проекты разные, на разных языках программирования, из разных областей, они примерно держатся все в интервале 40-70 дефектов на 1000 строк кода. Я бы хотел, чтобы эта цифра была еще и больше. Ну, здесь, конечно, есть такой outlier. Здесь проект просто на CSS написан, в нем всего лишь 1000 строк кода, и, соответственно, здесь совершенно другой коэффициент. Но я бы хотел, чтобы эта цифра только росла. Когда эта цифра увеличивается, я чувствую, что качество растет. Если эта цифра малая, это говорит о том, что мой проект никому не нужен, мой проект не тестировался, мой проект внимательно не изучался, мой проект не проходил испытания. И поэтому в нем мало дефектов. Не потому, что он качественный, а потому, что в нем дефектов не нашли. Пока. Это некачественное тестирование, а не некачественный продукт.